Всем привет! Вы на канале За Синим Мостом. Сегодня я волею судеб по работе оказался в городе Великие Луки. У меня сегодня было одно задание, скажем так. Знакомый попросил доставить посылочку в один из районов Великих Лук. И проезжая по нему, я случайно наткнулся на дом очень известного блогера в этих местах. Ну, сейчас все, в принципе, узнаете, все увидите. Все, поехали! Как я уже сказал, в конец улицы завозил небольшую посылочку. И когда проезжал вот по этой улице, случайно увидел, скажем так, знакомый дом. Внутрь мы, конечно же, заходить не будем. Так, посмотрим через оградку, через заборчик. Да, по крайней мере, тот дом, который был на видео. Вот как раз там, видимо, баня, гараж, сам дом с гаражом. Ну или этот высокий цокольный этаж. Вот эту табличку я точно помню на крыльце. Вот эту табличку. Еще раз повторюсь, задачи, скажем так, раскрыть второй дом деревенского блокнота у меня совершенно нет. Просто проезжал, как говорится, мимо и увидел вот знакомое здание. Хотя оно достаточно плотно закрыто с дороги деревьями. Но что сказать, район такой, скажем так, частный сектор. Радует, что здесь есть газ, видны повсюду желтые трубы. Район непонятно, когда он, скажем, начал строиться, потому что есть и дома, как, условно говоря, из 90-х, так и вот совсем новые дома. Вот немножко с другого ракурса участок. Вот с той стороны, где баня и гараж, видно, что вот между новым участком Андрея, скажем так, и соседями, а соседей, кстати, не видно. Такое достаточно пустое место. Может быть, даже он и продается. Большую прогулку по Великим Лукам. И, наверное, по тем местам, которые я тут уже ранее снимал. Это было весной, когда здесь еще не было зеленой травы и только-только начинал сходить снег. То есть вот за моей спиной река, там парк, в общем, и монумент Победы. А вот там вот колесо обозрения. Вот бы на таком колесе покататься. Думаю, мне билет не продадут. Вот, между прочим, облагородили парк, замостили дорожки, посадили вот кустики. Все здесь сделали красиво. Видите, здесь положили плитку и сделали модные нынче вот такие фонтанчики. Дети очень любят такие фонтаны. У нас, кстати, в Новгороде тоже такое есть. В детстве, конечно, катался. У нас в Новгороде было тоже как такое колесо обозрения. Но тогда еще не было таких современных кабинок. Было все открытое. Еще по центру стоял такой руль. Можно было крутиться вокруг своей оси. А как-то последний раз я катался на таком колесе в Смоленске. Это был 2006 год. Луки парк. Здесь такое открытое пространство. И вот такая карета с лошадьми сделана. Такая вот импровизированная группа, джаз-бенд. А
А это, видимо, одна из новых традиций в современных парках – дерево любви. А вот этого динопарка в мой прошлый сюда визит, конечно же, еще не было. Он только-только начинал строиться. Пойдемте поглядим одним глазком, что там внутри. Огромные динозавры. Опа. Ладно, у меня нет билета, меня туда не пустят. Пойдем дальше. О, здесь есть лодки и катамараны, прикольно. Вот так вот культурно можно, скажем так, провести отдых в Великих Луках. Катамаран, как вы видите, развлечение не только для детей, но и для взрослых. Да ладно, ладно, я не один приехал. Приехал со всей своей семьей, с ребятишками. Леночка осталась на берегу, не захотела садиться в катамаран, побоялась. Ну ничего страшного, мы втроем тут справимся. В общем, мы катаемся по реке. Так, рулевой Владимир. Да. Даешь направо. Все. Одному тяжело. Сень, остановись, мне ноги не это. Так, все, подключаемся. Ножной привод мощностью в 2 человеческие силы. Плывем к стелле, к монументу Победы. Сейчас мы утку догоним. Давай, 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 давай. Мальчики не взрослеют до 40 лет. Так, проплываем под мостом. Еще небольшое плавание. Мало кто может похвастаться, что плавал. Нет, не плавал. Ходил на катамаране под мостом. Да, потому что плавают на лодке. А мы, как большие, идем на катамаране. На катамаране мы катаемся не часто, примерно раз в год, когда приезжаем в Смоленск. Там есть летний сад и прокат катамаранов. Кстати, цену не могу сказать, не помню. По-моему, рублей 200 или 250 было за полчаса в том году. Здесь прокат стоил 4-местного катамарана 400 рублей за час. Не готов я к таким тренировкам, к таким пробегам. Ну, еще покатаемся. Давай еще покатаемся. Тогда меняйтесь. Ну, между прочим, неплохой такой досуг вечером. Сколько сейчас у нас? 8:30 вечера. А это, наверное, готовится к предстоящему дню города. Здесь как раз на следующей неделе, с 12 июня, по-моему, по 19 будет проходить фестиваль воздухоплавателей. Великие Луки — это столица воздухоплавания. Будут запускать воздушные шары в небо всю неделю. Нам очень повезло с погодой, с тем, что на улице очень тепло и на реке совершенно нет ветра. Сейчас на улице, наверное, градусов 20. Ну, такая комфортная достаточно температура. В парке гуляет, ну, не сказать, что сильно много людей. Конечно, они и есть, все-таки лето. Кто-то разъехался по отпускам, кто-то по деревням. В общем, нам здесь очень нравится. Жалко, что завтра уезжать. Естественно, я сюда приехал по работе. Работа не волк, Нет, это не надо. Завтра вот еще полдня отработаю и поеду обратно домой. В процессе эксплуатации катамарана вместе с детьми выявился один очень серьезный недостаток. Дети хотят и могут грести, а папа не очень. То есть папе иногда приходится филонить. И гребут только дети. Да, Вовчик? Да. Вот Вовчик там изо всех сил работает. Что это вообще такое? А папа отдыхает. Самый здоровый. В общем, если задумаете снять на прокат катамаран, будьте, пожалуйста, физически подготовленными. Все, активный отдых закончился. Сейчас едем в гостиницу, в номер. Будем кушать макароны с тушенкой. Я есть хочу, конечно.
Я столько калорий потратил, между прочим. В общем, на этом наша прогулка по Великим Лукам заканчивается. Спасибо, что посмотрели. До новых встреч. Пока.